Привет, друзья! Вы на канале Власенко Лайф, и меня зовут Максим, а это моя жена Татьяна. И вот где-то вот там бегает еще наш ребеночек Дениска. Вот прошел ровно год, как мы находимся на территории Польши, и за этот год произошло очень много интересного. Говорят, что первый год для иммигранта самый тяжелый, а у меня это был самый легче, наверное, год в моей жизни. Поэтому присаживайтесь поудобней. Поставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Я вам покажу виды Польши и расскажу вам нашу историю. Наверное, начать нужно, забегая чуть-чуть назад, и первую благодарность можно выразить двум прекрасным сестрам, двум милым девушкам, чья жизнь повлияла на наше решение о миграции. Когда у меня начинались какие-то трудности в бизнесе, я понимал, что нужно не делать что-то по-другому, а начинать мыслить по-другому. И вот начало 2019 года. Опять спад в бизнесе, я беру за последние деньги путевку на 2 недели и лечу с женой в Египет отдыхать. Так сказать, перезагрузиться. Там мы и познакомились с Иной и Надей, две веселые сестрички. Под дым кальяна и танец живота мы уже неделю убивались бесплатным египетским пойлом, которое тяжело назвать пивом. Девчонкам настала пора улетать, а у нас впереди была еще неделя отдыха. И они предложили через месяц вместе махнуть еще в Турцию отдохнуть. Я, вроде успешный бизнесмен, хорошо зарабатываю. Конечно, бывают взлеты и падения, но все же не бедный. И при этом я не могу себе позволить раз в месяц летать на курорты. Давай-ка я интересоваться, где же они работают. А работали они на обычном заводе в Польше. Тогда пришло некое переосмысление ценностей. Появилось понимание, что я где-то не там повернул в жизни. Ну вот, как так на заводе? Как в Польше? Не делая сайты, не отслеживая конверсии, не заключая договора за миллионы гривен, не бегая в нашу сраную налоговую, просто в Польше на заводе, у меня пазл в голове не складывался. Отдохнув, мы вернулись в Украину. Бизнес терпел не лучшие времена. Я все думал о том разговоре с девчонками по поводу Польши. А еще и выборы в Украине прошли. Мне уже стало понятно, что ловить тут нечего. Мы связались с девчонками и попросили контакты, через кого можно было бы выехать. Так мы получили контакты агентства, которое занимается трудоустройством, и не очень приятной девушки по имени Диана. Диана сказала, что для поездки в Польшу есть два варианта – сделать нам визу или лететь по безвизу. Так как я тогда про Польшу думал стереотипами, что тут наши работают только на сборе клубники или помидоров, плюс был уверен, что больше чем на 1-2 месяца мы в Польше не останемся, то и визу делать было бессмысленно. В агенции было много вакансий, но по безвизу могли взять только сотрудникам склада Amazon в Познани. Ни я, ни жена до этого никогда не были в Польше, поэтому нам было абсолютно все равно, будет это Познань или Краков, Amazon или Samsung. Даем добро и пускаемся во все тяжкие. Мы продали свои девайсы, оставив только фотоаппарат Canon, нелогично было бы ехать в поездку без фотика, и мой старенький MacBook. На вырученные деньги купили по бэушному iPhone 7 модели. Ох, как тяжело с десятки переходить на 7. И взяли билеты на ближайший рейс в Познань. Все наши вещи поместились в один чемодан, плюс 2 небольших сумочки ручной клади. В кармане было $800 на двоих и полная неизвестность, что будет ждать впереди, но строгая уверенность, что пути назад нету. Приключения начались еще в Украине. У нас завтра вылет, а нам звонит эта Диана, девочка с агенции по трудоустройству, и говорит, что той работы, на которую мы летели, уже нету, закрыт набор, а у нас билеты на руках. Немного подохуев, я спросил, какие есть варианты, и нам предложили аналогичную работу в городе Щецин. Как я уже говорил, нам абсолютно было все равно, в каком городе работать, поэтому мы согласились и на Щецин. Еще до вылета я нашел в Фейсбуке группы о Познани и попросил помощи. Встретить в аэропорту, показать город, помочь с заселением и так далее. Ох, как вспомню, сколько же тогда говна вылили в комментариях. Мол, нас тут никто не ждет, что они сами себе протаптывали дорожку, а мы тут вдруг хотим все на блюдечке, что у людей куча своих проблем и никто тратить время на то, чтобы нас встретить, не будет, по крайней мере бесплатно, так это точно. Но при этом нашлось много ребят, которые искренне хотели помочь. А с одним из таких ребят мы еще и у одних преподавателей учились бизнесу в Украине. Он позвонил, сказал, что встретит и поможет, потому что помнит, как было ему тяжело. Поэтому вторая благодарность заслуженно отходит Андрею. Мы прилетели в Познань. Андрей нас встретил, показал город, накормил мороженым и пончиками. Это вроде как особенность именно Познани. Они на самом деле были очень вкусные. Мы купили сим-карты и начали звонить в агентство. Мол, где же нас должны поселить? Трубку никто не брал. На сообщения в Viber не отвечали. Так мы гуляли часов 5.
Уже изрядно устав, я зашел на букинг и снял на сутки отель, мол, утро вечера мудренее. А дальше гулять уже не было ни сил, ни желания. Через какое-то время нам все-таки ответил координатор с агентства и дал номер, с кем связаться по поводу жилья. Но девушка по тому номеру сообщила, что будет поздно, а у нас уже была бронь на букинге, поэтому мы поехали отдыхать в отель. На утро проснувшись, мы поехали по указанному адресу жилья. Нас встретила молодая девушка, которая так же, как и мы, приехала в Польшу неделю назад, и сама в шоке, почему эта агенция дает ее номер, а не прислали координатора, чтобы нас заселить. Мы поселились в большом трехэтажном коттедже, где кроме нас жило еще 2 человека. Коттедж только-только сдавался в аренду, и вся мебель была новая. На следующий день приехали еще 3 девушки. Если нам сказали, что работа есть в другом городе хотя бы заранее, то девушкам только в момент заселения. Они были очень в шоке. Хоть и поехали с нами работать в другой город, но до места так и не доехали, но об этом позже. В общем, нам позвонили с агентства и сказали, что через 3 дня за нами приедет автобус и отвезет в Щецин. Так как это их ошибка с работой, то они готовы предоставить нам бесплатное жилье на 1 месяц в Щецине. Это радовало. Обычно жилье стоит 600 злотых, $150, за койко-место, которое снимают зарплаты. Делать нечего, жилье на этих 3 дня в Познане есть бесплатно, поэтому мы не особо парились и пошли гулять с женой по городу. Тут сразу хочу заметить, что Познань прекрасный город. Кроме парков, архитектуры, природы, нас не слабо удивил общественный транспорт. Чистый, комфортный, новый и очень дорогой. Мы купили по билету на 48 часов, около $15, и поехали колесить по городу. Забегая вперед, скажу, что при покупке билета на нем пишет время, когда ты его купил. Мы думали, что наших 48 часов начинаются с момента покупки, а на самом деле их таки надо было компостировать, и время идет с момента первого компоста. Так как мы этого не знали, мы 2 суток катались с зайцами с незакомпостированными билетами, а потом просто их выбросили, хотя могли еще на них долго кататься. Ну, время есть, гуляем. Я написал еще одной девушке, Татьяне, с которой познакомился еще под тем постом, который писал в Украине. Мы встретились, попили кофе, и она прям очень уговаривала не уезжать с Познани и не идти работать на склады. Сказала, что все сейчас решит. Она набрала какого-то человека, сказала, что у нее есть люди для работы на стройке. Назначила нам встречу. Дала номер жене, по которому можно было найти себе работу в Познани на шоколадной фабрике. И сказав, что теперь она спешит, куда-то уехала. Представляете наше состояние? Первый раз в Польше встречаемся с каким-то человеком, который говорит, что все, что мы планировали, фигня, и надо делать все по-другому. И уходит. Вот мы сидим вдвоем с женой, ждем непонятно какого человека. Уже начитались форумов, что из-за незнания тут чуть ли не каждый пытается тебя кинуть, если ты новоприбывший. Ну и я ж не пальцем делан. Понимаю, что развести меня на деньги не так-то просто, поэтому ждем. Минут через 15 пришел человек подозрительной внешности. Мы познакомились. Он спросил, чем я до этого занимался и знаю ли я закон Ома. Получив утвердительный ответ и информацию, что я в школе посещал кружок радиоэлектроники, он сказал, чтобы я выходил к нему на работу электриком. Но не сейчас, а только дней через 10, так как ему нужно сделать для меня еще какие-то документы. Встреча длилась минут 30, он ушел. А мы пошли с женой гулять дальше по городу, задавая себе еще больше вопросов по поводу того, что же делать дальше. Мы погуляли еще день, и срочно надо было принимать решение. Оставаться в Познане, уже без жилья, и ждать непонятно какой работы, с непонятно какой зарплатой, непонятно на какой фирме. Или же ехать в Щецин работать на Amazon. Я позвонил Андрею, объяснил ситуацию, и он сказал, что если у меня есть возможность оставаться в Познане, пусть и с риском, что кинуть, то нужно оставаться, и будь что будет. Да и меня работа электриком все же больше привлекала, чем склады. Но в ситуации с очень большим ХЗ-фактором мы приняли решение ехать, пока есть бесплатное жилье, а дальше решать по месту. Мы приехали в Щецин. Там нас встретили, провели ознакомительный день с агенцией и расселили по домам. Наш дом был в поселке Гуленев, в 40 минутах езды на электричке от самого Щецина. Ох, это был уже не новый трехэтажный коттедж. Это была небольшая двухкомнатная квартира, где в нашей комнате была еще одна семейная пара, а во второй комнате было 3 двухэтажных кровати, где люди постоянно менялись. 10 человек в двухкомнатной квартире, Карл! Все наши возмущения, что, мол, семейные пары должны жить отдельно, нам сказали, что если что-то не нравится, мы можем сами себе снимать любое другое жилье, но уже за свои деньги. Нам выделили половинку полки в стареньком холодильнике и освободили несколько полок в шкафу. Но вещи мы с чемоданов так и не разложили.
Мы сразу понимали, что тут ненадолго. На утро мы поехали на первый рабочий день. Рабочим его тяжело назвать, так как никто у нас не работал. Была презентация работы, обучение технике безопасности, экскурсия по самому складу Amazon. Нас с женой сразу поставили в ночные смены. Второй раз на работу мы уже приехали на следующий вечер, и это тоже тяжело назвать рабочим днем. Нам показывали, как работать, мы тренировались, но прям чтобы работать, то максимум пару часов в конце смены, и то под наблюдением инспектора. Третий день уже была полноценная работа. Мы попали на отдел упаковки. Работа не тяжелая. Ты стоишь на одном месте, по конвейерной ленте едут маленькие тележки с товарами, а нашей задачей было взять с этой тележки продукты и упаковать их в ту или иную коробку. Вроде все просто. Но ты стоишь на одном месте 10 часов всего с 3 перерывами. Без музыки, не отвлекаясь, делаешь одни и те же движения. У тебя 10 часов подряд не меняется картинка перед глазами. С ума сойти можно. Плюс у меня начала очень болеть спина. На 4-й день я точно понял, что работать так не хочу. И прям сложились звезды так, как нужно. Человек, который приносит коробки мне на рабочее место, принес пачку и поставил не на свое место. Потом пришел инспектор, объявил мою норму работы, которая была меньше 100, и он видел, что коробки стоят не там. Спина болела, и я неаккуратным движением, забирая коробки с ненужного места, потянул спину. Что там началось? ЧП, травма на производстве. Меня тут же утащили в медсанчасть, вызвали какого-то там самого главного и поминутно восстанавливали все события. Врач сделал 2 укола, боль сняло, но мне сказали, что к работе мне приступать в ближайшее время нельзя. Эх, если бы я тогда знал законы Польши. Сколько же можно было бы срубить денег с них за травму на производстве из-за халатности 3 других сотрудников. Ну ладно, опросили меня, записали все в протокол и отпустили играть в видеоигры, дожидаясь развозки домой. Тут надо отметить, что Amazon это далеко не офис Гугла, но все же для сотрудников стоит много игровых автоматов, игровые приставки, настольный футбол и хоккей, несколько массажных кресел и бесконечное множество автоматов с бесплатным кофе, чаем и другими напитками. Вот в таком релаксе я провел 4-й рабочий день, пока не приехал автобус и не отвез нас домой. Наступили выходные. Мне сказали, чтобы я шел к врачу. Но я в каком-то селе, не зная языка, не имея никаких польских документов. В общем, я, конечно, пошел в больницу, но меня, мягко говоря, послали. А в агенции не особо старались помочь. Точнее, наоборот, всячески оттягивали мою возможность получить больничный. Но боль в спине отпустила. Вышел на связь человек с Познани, Максим, и сообщил, что документы готовы, и я могу приступать через несколько дней к работе электриком в Познани. Ему очередная благодарность за тот опыт, что я получил, но об этом позже. Шли выходные, в Гуленеве делать особо нечего, и я предложил жене прогуляться по Берлину. Мол, если мы сейчас не съездим, то работа затянет и следующего шанса не будет. Мы взяли билеты, несколько долларов и поехали в Германию. Ах, Берлин. Это отдельная история. Мы приехали под вечер. Прогулявшись возле Берлинской стены, начали искать обменник. Вечером ни один обменник не работал, даже на вокзале. А когда мы пытались что-то купить за доллары, на нас смотрели как на аборигенов, пытающихся выменять еду на камушки. В итоге у нас нет денег, нет интернета, нет еды, нет жилья и нет билетов обратно. О том, что мы ни слова не понимаем по-немецки, я уже молчу. Весело получается. Всю ночь гулявши по ночному Берлину, под утро мы уже очень сильно устали, и выбора не было. Приняли решение зайцем садиться на поезд в Польшу и уже по ходу как-то договариваться с проводником, продать нам билеты за доллары или подождать, что мы на вокзале в Польше поменяли валюту. Следующий день у немцев был Папа-день. Большой праздник, и обменники тоже не работали. Это что-то типа нашего 8 марта, только для мужчин. Все немцы поехали бухать в Польшу. Точнее, бухать они начали еще с электрички и сидели везде. На креслах, в проходах, на ступеньках и рюкзаках. Так что если бы контролер и захотел бы пройти, то ему бы это физически не удалось. Вот так мы съездили в другую страну, не потратив при этом ни копейки денег, и вернулись назад бесплатно. На следующий день мы выселились с квартиры хостела и поехали в Познань. Уже начинался вечер, а мы опять едем в неизвестность. Без жилья, без еды, непонятно куда и к кому. Мы пришли на вокзал, взяли билеты Щецин-Познань и стали ждать поезд. То ли мы что-то не так поняли, то ли поезд пришел не на ту платформу. В общем, на поезд мы не успели и пришлось ждать следующий. Приехали в Познань мы уже в начале 1 ночи.
Давай шерстить знакомых и интернет, и вдруг находим сколько-то там юродную сестру моей жены, которая как раз живет в Познане, и именно в этот момент в той квартире, где она живет, сдается комната. Это была фатальная ошибка, но об этом мы узнали только намного позже. В общем, приехали мы к ней. К нашему вниманию предлагалась достаточно большая комната с коврами на полу и ремонтом времен моей бабушки. Но был балкон и чудесный вид из окна. Это была трехкомнатная квартира, где вторую комнату и снимала эта сестра. А в третьей комнате жил еще один мужчина. За комнату с нас хотели 1000 злотых, это $250. Но были и плюсы. Можно было жить без залога и за первый месяц отдать, когда будут деньги. Я сказал, что деньги есть, но в долларах, на что нам любезно предложили не менять доллары и жить до зарплаты, а потом уже отдадим. Мы согласились, и пылесборник в виде ковра времен Второй мировой уже не казался таким страшным. Но любезности закончились на третий день проживания, когда эта сестра увидела, что мы каждый день гуляем, а не бухаем с ней в глубоких рассуждениях о тяжкости жизни мигрантов, то она потребовала сразу всю сумму и за первый месяц, и за последний месяц, и залог. Вот тебе и родственники. Особо спорить желания не было, тем более как раз пришло пару сотен злотых с Amazon. Мы закинули остатки долларов и рассчитались за жилье. На этом деньги у нас закончились. В принципе, нам жилье казалось недорого. Договор был о 1000 злотых с двоих. Ладно. На следующий день цену увеличили до 1080. Ладно, оплатили. А еще через месяц сумма стала уже 1200. И мы приняли решение съезжать. Но об этом немного позже. Я начал познавать все прелести работы на стройке в качестве помощника электрика, а жена находилась в поиске работы и время от времени перебивалась разными подработками. Вскоре устроилась на работу в прачечную на $3 в час. Тогда казалось, что жизнь начала налаживаться. Первая зарплата, жизнь в Польше очень дешевая. На все начинает хватать. Еда имеет совершенно другой вкус. Фрукты и мясо никогда не пропадали с нашего стола. Одежду можно покупать фирменную, качественную и в разы дешевле, чем в Украине. Каждый день мы старались знакомиться с кем-то новым, с наших соотечественников, а каждую неделю я организовывал встречи наших в Познане, обрастая все новыми и новыми знакомствами. На первую встречу пришло 3 человека, а на последней было уже больше 100. И вот после очередной такой встречи мы очень хорошо погуляли, и я возвращаюсь домой, обнаружив, что у меня пропала сумка, а там экшн-камера, но с ней полбеды. Главное, что там был загранпаспорт, а безвиз подходит к концу. Обращения в группы, полицию, бюро находок, консульство не дают никакого результата, и выход только один – возвращаться в Украину и делать новый паспорт. Опять же, может кто-то и скажет, что мне повезло, но я нахожу в сети человека, который едет с семьей в Украину на своем авто, и вот только у него стоит запрет езды по территории Польши, и он ищет человека, который смог бы до границы проехаться за рулем. Я за рулем не сидел 5 лет, а впереди 1000 километров в качестве водителя. Но делать нечего, связываюсь с ним, договариваюсь, что могу ехать до границы за рулем, но при одном условии, что мы сделаем крюк через Варшаву, так как мне нужно сделать временный паспорт, по которому я смогу пересечь границу. На этом и договорились. Выехали мы в 3 утра, в 8 были в Варшаве, там буквально час времени и у меня временный паспорт на руках, в 15 подъехали к границе, а пересекли ее только в начале 2 ночи. Просто неимоверная очередь. 10 часов ждали, пока пройдем границу. Но с горем пополам проехали. На границе у меня спросили, что случилось. Я сказал, что вот как-то так. И спокойно поставили штамп, и мы поехали дальше. Пройдя украинскую границу, я отдал руль и уже остаток дороги до Киева спал. А человеку было, конечно, нелегко за рулем. Без сна, по украинским дорогам, еще и после Киева им надо было ехать на Днепр. Зато за поездку я не заплатил ни копейки. И вот я в Киеве. Как раз тогда проходили парламентские выборы, я отдал свой голос еще с какой-то надеждой, хотя уже понимал, что все, за что я боролся на обеих майданах, сейчас пойдет коту под хвост. Ладно, бегу в паспортный сервис, подаю документы на восстановление паспорта. Самый срочный вариант – 7 рабочих дней. И ни за какие деньги ускорить процедуру нельзя. Только если миграционная служба не решит по-другому. А 1 день в Украине мне стоит больше, чем 1500 недозаработанных гривен в Польше. Надо подключать смекалку. Одно письмо в миграционную службу, и через 3 дня новый паспорт у меня на руках. Прыгаю в Блаблакар и возвращаюсь в Познань. Как вы помните, родственники моей жены вдруг заявили, что иметь они хотели все договоренности, и за убитую комнату в прокуренной квартире теперь надо платить 1200 злотых.
$300. Мы сказали, что съезжаем. И потом еще какое-то время боролись, чтобы забрать сумму залога, которую мы оставили при заселении. Немного поискав варианты по группах, мы нашли неплохую двухкомнатную квартиру и подписали договор на 1000 злотых, $250 аренды и 850 злотых, $210 за коммунальные. Начался набор на Amazon в Познани. Жена туда устроилась, нам увеличили зарплату. Я себя хорошо показал на работе и договорился о зарплате от выработки, что также мне приносило уже очень неплохие деньги. Мы собрали пакет документов и подались на карты по быту, это вид на жительство. Я от работы, а жена на основании польских корней. Это, возможно, также была ошибка, что подавались сами. Сейчас, оглядываясь на те времена, понимаю, что намного проще было и быстрее обратиться к профессионалу. Нам бы это окупилось бы уже давно. Но это я сейчас знаю действительно хороших профессионалов своего дела, а тогда весь интернет кишил помогайками, которые максимум что могут сделать, это заполнить документы за тебя, и то не факт, что без ошибок. Так что подавались мы сами. Поступили учиться в польское учебное заведение. Я на режиссера, а жена на косметолога. Суета закончилась, появился стабильный доход. Есть хорошее жилье, поданы все документы на вид на жительство, начали путешествовать по Польше и продолжать знакомиться с все новыми и новыми людьми. Осталось забрать ребенка с Украины. Уже стабильно работая вдвоем, мы с женой понимаем, что пора забирать ребенка в Польшу. Но безвиз у нас уже закончился, поэтому вернуться в Украину мы не можем. Договорились, что мои родители приедут машиной и привезут ребенка. Нашли украиноязычного нотариуса, оформили доверенность на моих родителей на 2 языках и отправили бумаги в Киев. Приехали родители, погостили. Мама улетает через пару дней, а отец решает остаться на пару месяцев тут. Я договорился о работе ему у нас в бригаде электриком. А он у меня инженер-строитель, и работа на стройке ему близка. Как-то начался разговор о том, какие отцу нужно совершать действия для подачи на карту побыта. И что основная трудность – это зарегистрироваться в электронной очереди. Но показываю сайт, и, о чудо, есть свободные места. Раньше надо было сидеть в 12 ночи и вылавливать возможность зарегистрировать, а тут в 6 утра и есть место. Я регистрирую его на подачу, и он принимает решение оставаться тут на ПМЖ. Ребенку нужно идти в садик. Садики в Польше делятся на частные и государственные. Частные сравнительно дорогие, около 1000 злотых, $250 в месяц. Государственные условно бесплатные, оплата только за питание и надчасы, если ты желаешь, чтобы ребенок был в саду больше определенного времени. Обойдя в округе штук 20 государственных садов, мы так и не нашли нигде места. Но опять же, благодаря тому, что не проходило и недели, чтобы я не познакомился с кем-то новым, коллективными усилиями мы таки нашли государственный сад с оплатой в 330 злотых, $80 в соседнем районе. Поэтому то, что отец приехал на машине, было огромным плюсом. Снимать двухкомнатную квартиру, плюс содержать ребенка, уже начинает немного не хватать денег. Начинаю вспоминать, что меня учили в Украине на всех тех тренингах, которые я проходил. Делаю сайт на польском, запускаю рекламу, начинаю офиговать от покупательской способности поляков. При закупке товаров $3 отлично уходят продажи по 20. Время двигалось к Новому году. Мы на работе заканчивали объект, новых объектов особо не предлагалось. Зарплата-то у меня стала выше, если считать за час, но рабочих часов меньше. Вот суммарно за месяц получается заработать даже меньше, чем было раньше. Есть доходы с товарного бизнеса, но бизнес и в Африке бизнес. То поставщик подведет, то цена лида вырастает, то менеджер сливается. Допродал я последнюю партию и новое решил уже не заказывать. При этом Amazon объявляет о предновогоднем наборе персонала и готов платить за каждого приведенного тобой человека. Я написал несколько постов по группах по поводу этой работы. Жена подала их анкеты на Amazon, и суммарно за декабрь со всеми бонусами ей заплатили больше 10 000 злотых, $2500. Ах, если бы я тогда знал, как это работает, можно было бы сделать минимум в 10 раз больше. Ну не суть. Деньги есть, рабочих часов у меня почти нету, много свободного времени, и мы решили купить автомобиль. Тут вообще вот все сложилось так, как надо. Такой, как я хотел. Кабриолет, особо без вложений и вдвое дешевле рыночной цены. Приехал на осмотр, я взглянул и даже за руль не садился. Сразу сказал, что берем. Товарищ проехался, еще немного поторговались, и мы подписали договор купли-продажи. Новогодние праздники прошли. На работе электриком стало совсем грустно. Меня-то не уволили, но отправили в бессрочный отпуск за свой счет.
Нужно было шевелиться, машина есть, и я нахожу для себя работу в доставке Uber Eats и Glovo. Опять же, я попал еще на то время, когда Glovo только заходили на рынок и платили огромные бонусы вне зависимости, сколько ты сделаешь заказов. Можно было по 300 злотых, $75, за день зарабатывать, тупо сидя дома, не делая ни одного заказа. Меня учили, что конкуренции вообще не существует, если ты не держишь хотя бы 30% рынка. Что если видишь возможность, расскажи о ней всем, помоги другим, будь открытым. Я начинаю всем рассказывать о работе в доставке. Пишу во всех группах, снимаю видео на свой YouTube канал. Готов любого посадить к себе в автомобиль и показать все прелести и тяготы этой работы, так сказать, изнутри. Тут уже не только оскорбления пошли, а откровенные угрозы от действующих курьеров. Мол, зачем же я делюсь со всеми этой золотой жилой, что после моих постов и роликов очередь стоит на регистрацию, и скоро курьеров будет больше, чем заказов. А я знал, что то будет потом, что проблемы решаются по мере их поступления, что если я сейчас вижу возможность заработать, то обязательно надо ей поделиться. Ведь если не поделюсь я, то поделится кто-то другой. А Uber и Glovo платили бонусы за каждого приглашенного. Так уж лучше я получу эти бонусы, чем кто-то другой. Были недели, когда бонусами у меня получилось больше заработать, чем за заказы. Главное, что я получал кайф. Впрочем-то, я от каждого своего периода жизни получаю кайф, но именно в тот момент был сильный контраст между бегом по стройке с перфоратором весь грязный и покатушками по ровным дорогам на кабриолете. Дальше пришел он, COVID-19. Пару дней самоизоляции с женой, и мы ждем пополнения в семье. А раз мне любимая подарит еще одного карапуза, то и денег надо больше. Поэтому проблема всемирного масштаба коронавирус уже не проблема, а возможность. Считайте меня циником, но если я не могу повлиять на ситуацию, то я перестаю париться и ищу возможности. А такой возможности, как дал коронавирус, не давал даже Джобс, когда нас всех подсадил на Apple. Конечно, я начал искать маски, спрос в разы превышал предложение. Я забросил работу в доставке и ездил по производствах, договаривался, чтобы они подвинули свои заказы ради моих. Я скупал все, что видел, потому что клиенты в CRM добавлялись быстрее, чем 2 менеджера успевали обзванивать. Кстати, найти в очень сжатые сроки хоть мало-мальски толковых менеджеров по продажах в Польше – это тот еще квест. Я знал, что цикл очень короткоиграющий, и надо подключать все свои навыки, чтобы делать деньги. Я был готов втридорого купить, но сейчас, чем завтра дешевле. Менеджеры по второму кругу не обзванивали клиентов. Не взял трубку, следующий. Просто не хватало ни времени, чтобы звонить, ни товара, чтобы обеспечить для всех. Паника закончилась, спрос начал падать, и я как раз под ноль продал последнюю свою партию. В самый нужный момент я зашел в проект, и в самый нужный момент вышел. Хотя сейчас, оборачиваясь назад, понимаю, что теоретически можно было бы немного больше заработать бы денег. Вопрос базового дохода я закрыл, финансовую подушку на полгода вперед создал, продолжать работать в доставке уже и не очень хотелось, а запускать товарный бизнес немного сложно в плане рисков и юридической стороны дела. Тут уже тяжело судить, то ли я нашел возможность, то ли возможность нашла меня. Я столкнулся с некачественной услугой в одном из польских бизнесов. Это меня задело, я позвонил и высказал любезно все, что я об этом думаю. И как раз попал на русскоязычного учредителя. Он мне также любезно ответил, что такие дела не решаются по телефону, и чтобы я приехал в офис, где он мне покажет, куда мне засунуть свое глубокое мнение. Но пыл утих, мы пообщались спокойно и нашли решение вопроса. Это был интересный контент. Как возникают конфликты, как их грамотно погасить, чтобы все остались довольны. Я предложил снять серию роликов, сделав бы ему небольшую рекламу. Он же, заметив мои качества, предложил мне работу на постоянном. Меня пригласили заниматься тем, что я умею, что мне близко, что мне не напряжно, развивать проекты. Я точно могу сказать, где в Познане самое лучшее СТО, где лучший салон красоты, где будет отличный дискобар, где откроется первый фастфуд с целой сети фастфудов. У нас будет действительно качественный хостел, будет агентство по трудоустройству, где люди будут точно знать, что их не обманут. И это планы только на самое ближайшее будущее, а дальше и небо не предел. Вот такой вот интересный получился год одного веселого и очень счастливого мигранта и его замечательной семьи. Спасибо тебе, друг, что досмотрел это видео до конца. Подписывайся на канал, ставь лайки, и дальше будет очень много интересного. Пока!